Приветствую всех любителей бильярда. Финальный матч международного турнира по американке свободной пирамиде. Если ориентироваться на новое название, и это матч между Дмитрием Шкода и Артемом Саидгалеевым. Из места в карьер видим мы. Начинает Дмитрий Шкода. Очень рьяно он играл свой полуфинал, особенно его начало с Достаном Лепшаковым. И здесь то же самое показывает. А матч обещает быть очень интересным, так как Шкода выиграл у двукратного чемпиона мира в полуфинале Достана Лепшакова. А Артем Саидгалеев играл недавно в финале чемпионата мира, опять же, с Достаном Лепшаковым. И тогда он ему проиграл в упорной борьбе. Очень удачно подбил пирамиду пару ударов назад Дмитрий Шкода. И похоже, что первая партия завершится очень быстро. 7 шаров уже у Дмитрия. И в левый угол будет забивать 8-й. 1-0. И, похоже, Артем на это не рассчитывал, когда отдал разбой, выиграв раскатку. Разбивают поочередно. Матч до 6 побед. И Артем поддержал Дмитрия, так сказать. Тоже забивает с разбоя. И очень неплохо раскатывается пирамида. Есть хорошее продолжение. Напомню правило, что в свободной пирамиде можно бить любым шаром по-любому, забивать любой шар, хоть биток, хоть прицельный. А разбой должен быть активным. После разбоя 3 разных шара должны коснуться бортов, либо 2 шара должны коснуться бортов, и один из них перекатиться через среднюю линию. Это не учитывая желтый биток при разбое. Поэтому игроки вынуждены атаковать с первого удара. Хорошо идет игру Артем по средним лузам, так как в угловые пока вариантов нет хороших. И вот пришел шар, который можно играть в угол. Шесть шаров. Хорошего продолжения не видно. И теперь придется рискованную атаку проводить. Отказывается от этого Артем. Делает простой отыгрыш. Был свояк в левый нижний угол у Артема. Но он не стал рисковать. Партию не закончил, но хорошие виды на победу. В трудном положении Дмитрий Шкода был. Рискует и падает случайный шар, извиняется. Позицию это не изменило. Но продолжает трудную атаку. Дальний шар встал не идеально, но забивается не 100%. Конечно.
Ничего не отдал. Легкой атаки нету у Артема. И продолжает гнуть свою линию Артем. С 6-0, конечно, хочется ему забрать партию. Рисковать не хочет. И вот получает он хорошую атаку. Шесть шаров, автовыход получается после случайного столкновения. И этим подарком нужно воспользоваться. 1-1. Оба игрока мастера спорта. Дмитрий Шкода особенно славится своей кладкой. Особенно хорошо бьет прицельные чужие шары. И пока что 2 из 2. А на двоих все 3 из 3. Забитие с разбоя, с начального первого удара. Хорошо раскатываются шары. Никаких препятствий. Но ошибка может быть совершена, конечно. В какой-то момент можно потерять концентрацию и на простом шаре, но Дмитрий Шкода не только забивает, но и великолепный подкат. Два шара упало, это партия. И Дмитрий Шкода не может остановиться. Любит он бильярд. Это сразу видно. 2-1. Дмитрий Шкода забрал партию с разбоя, как и первую. И Артем. Тут ему, конечно, везет. Намного лучше, когда вот так встает шар, чем если падает случайный шар, как у Дмитрия в позапрошлой партии. Не удержал. Но позиция хороша. В левый угол есть продолжение. Неизвестно, куда повел биток. Но будет бить, скорее всего, в правый угол. И опять на оттяжке. Без какого-либо намека на выход. На оттяжке легче забить прицельный.
Поэтому просто играет наверняка, чтобы создать запас, если не закончить партию. А там уже додавить по отыгрышу. Ну, видимо, такой расчет, если ориентироваться на вторую партию. Но бешеная кладка тоже присутствует. 2-2, и вся борьба впереди. Первый промах начального удара у Дмитрия. Что скажет Артем? Есть прямой в левый угол, но там мешают шары. Поэтому выбирает чуть более сложный шар. И раскатить пирамиду не удалось. Хотя вот шарик и выкатился, самый нижний. Опять же мешают шары. Довольно опрометчивое продолжение. Среднюю лузу, как известно, под углом забивать намного сложнее, чем в угловую. Но выход сделал, и получается выход для Дмитрия. У Дмитрия шарик лег на борт. И это существенно подпортило позицию. Смотрит, не мешает ли близко стоящий шар прицельный ударить в угол. Да, проходило все идеально. Миллиметр в миллиметр. Вот под углом в центральную, в среднюю лузу забивается на тихом ударе намного легче. По углам наоборот. Чем хуже угол входа, тем более сильный удар повышает шанс на забитие. А вот отсюда уже вполне забивается. Семь шаров. И может. Простой шар смазал, но падает случайный шар. Но, конечно, не в той ситуации, чтобы быть очень обидным для Артема. 3-2, и Артем берет перерыв. Закончился перерыв. Артем на разбое. И опять точен Артем. Мешают шары, но шар очень хороший. Не стал делать выход. Хотел подбить шары, но получился выход.
Не докатил шар, но сложным относительно, конечно, свояком. Находит продолжение. И позиция все лучше и лучше. И опять выход в никуда. Здесь, похоже, не мешал рядом стоящий. И вот промах. И в сложной ситуации в этой партии Дмитрий Шкода. Даже при хорошей позиции собрать 8 шаров намного труднее, чем в начале, когда шаров много. Вот и все. Это 3-3. Пока один промах на двоих. И вот второй промах с разбоя из 7 партий, из 7 разбоев. И оба на счету Дмитрия Шкоды. А это шанс для Артема переломить ход матча, пока он все время был в роли догоняющего. И поэтому так скрупулезно подходит к этой ситуации. Больше по выходу играет Дмитрий. Артем старается забивать наверняка. Все бьет на оттяжки. С трудом, но справляется. Здесь бил накатом, но, естественно, угол был некомфортный, не подрасчитал. Угол подката. Для забития это был он очень неплохой. Еще раз с трудом. Но получается выход.
Идеально пришел шарик. Извиняется Артем. Появилось хорошее продолжение. Так бы его могло и не быть. Семь шаров. Хорошая была попытка. Ну и теперь все зависит от того, как встал прицельный шар у Лузы. Либо забивается легко, либо не забивается вообще. Да, не получилось. Очередной 8 в Лузе. И 4-3 выходит вперед Артем. Первый раз в этом матче. И он на разбое. Пока не мазал вроде как. И вот пришла пора промазать. Хорошо для Дмитрия подкатился шар. Хорошо для Дмитрия и плохо для Артема. Хотя игра была бы в любом случае. Мы видим позицию. Попытка перевести к дальней угловой. И вот прямой налево, который бился бы в случае отсутствия подставки. Здесь непонятно, почему Дмитрий не стал подкатывать. Видимо, рассчитывал на что-то другое. Здесь шары стояли очень близко, поэтому подкатывать было рискованно. И высматривает отличный плант. Или зайцы, как говорят. В правый нижний, я думаю, легко должен забить Дмитрий. Но пока своячок. 5 шаров. Здесь просто неудобно бить. И поэтому промах. Случайный шар не падает. Ну вот, посмотрим, как вытянет эту позицию Артем. Шары стоят очень неплохо. Начало положено, подкат получился. Где-то надо делать хороший выход. В правый нижний стоит свояк. Далеко не стопроцентный, если судя по игре. Так как в американку набивается непроизвольно рука на чужие, на прицельные шары.
Отлично. Выкатывается шар. Довольно случайным образом, но... И видим, как шар, который более-менее легко забивается в московскую пирамиду, здесь мажется. А тут Дмитрий Шкода во всей своей красе, еще и с переводом. Неудобный чужой бил. Сделал выводы из прошлого промаха. Семь шаров и надо бить в свояк. Биток в угол. И мимо. Шар был, конечно, неудобный, но забивать должен был. Не обязан, но должен был забить. Дмитрий Шкода, естественно, отыгрываться не стал и залетает в среднюю лузу. Дурак, случайный шар. В который раз, но в этой позиции это, конечно, был нужный для Дмитрия и обидный для Артема случайный шар. И тут же с разбоя при счете 4-4 забивает Дмитрий. Но вот с тем, как разошлись шары, похоже, не повезло. И такая атака. Забью, не забью. Все равно продолжения нет. Будет искать Дмитрий, конечно, при первой возможности атаку. Но пока такую возможность ему Артем не дает. Хотя и Артем тоже может. И первый в атаку пошел Дмитрий. Что-то есть у Артема, но далеко. Некомфортное все.
И, может быть, зря атаковал Артем. Но в американку бывает такое. Бывает, что позиция диктует, что надо атаковать, так как отыгрыша хорошего нет. Тут по позиции все карты в руки Дмитрию. Ударил он шаром, который мешал продолжению в левый нижний. Убрал, так сказать. И теперь последует атака, которая была просчитана двумя ходами ранее. Шикарный перевод на сильном ударе. Сразу смотрел на этот шар Дмитрий, поэтому понятно, что все это он делал целенаправленно. Здесь уже можно заканчивать партию. Пять-4. В одном шаге Шкода от победы. А Артему нужно забивать с разбоя. Не получилось. Ну что? А вот не так уж и удачно раскатились шарики. Вроде как неплохо, но все мешает. И, похоже, и третий справа не проходит в левый нижний. И вот ошибка на первом ударе. Прекрасный шанс для Артема. Третий и четвертый шары. С них начнет. Отлично использовал шар, который стоял на борту. От него выход. Легкий подъем. Хорошо забивает. Здесь, конечно, хоть и повезло Артему при разбое, но мастерства-то это ему не убавляет.
Становится 3 справа на игру. 6 шаров. Ответственный момент. Есть. И вполне реальный 8. Сравнивает счет Артем. С Кия сделал он эту партию. Молодец. И нас ждет контра после перерыва. И вот закончился перерыв. И на разбое Дмитрий Шкода. Очень ответственный удар. 5-5. И очень аккуратно разбивает. Понимал весь риск промаха, поэтому разбил аккуратно. Шикарный матч. Упорная борьба. Один ноль. Очень нужный свояк. 2-0. Желтый на игре. Извиняется. Оба шара встали на борт. Ну и тут, похоже, отыгрываться надо. Нет. Есть что бить. Есть что бить. Но очень было трудно сделать выход. Там шары, конечно, мешали придать правильный винт, ударить с нужной силой. И вот такой отыгрыш. 2-1. Шансы равны. Стоит свой, трудный, с левой, тем более. И совсем ненужный подбой, как оказалось. И все зависит от этого, как встанут шары. Да, продолжение-то есть. Артем, как говорится, на коне. Без определенного выхода играл на сильном ударе. Центральной
Ну, вот в центральной точке на ближней половине поднялся шар, и его можно играть. Ну, Артем посмотрел, и по ракурсу ему виднее, конечно, с чего начинать. Как гвоздь вколотил, и прекрасный выход, хоть и после соударения. Шесть шаров. Седьмой несложный. Неудачный откат битка, но на дальней половине матчбол. И не совсем комфортный угол входа дал о себе знать в решающий момент. В любой другой момент, возможно, Артем бы его забил легко. И 1-7. Ситуация почти безнадежная для Дмитрия. Но очень нужный случайный шар падает. Позицию это не улучшило. Сложный удар намного сложнее, чем у Артема было. Возможно, не намного, но сложнее. Ближе было. Но и угол входа был очень плохой. Пока единственными ходами. Правый шар встал неплохо. Ну и как бы все. Или будет атаковать. Атакует. Ну, поразительное хладнокровие демонстрирует Дмитрий. Такие шары в такой момент. Выровнял более-менее. И ситуация из безнадежной для Дмитрия превратилась в
во вполне рабочую. Артему-то нужно всего один шарик где-то найти, так что ему получше. Хотя в американку 1 против 2 шаров — это не 1 к 2 шансы, но где-то 55/45. Может быть 60/40. Ситуация напряженная. 7-1 вести, промахнуться, нетрудный матчбол. И рискует Дмитрий, забивает шар свояка в угол. И получается выход на матчбол. И теперь Дмитрий будет бить матчбол. Не 100%. И вырывает победу Дмитрий Шкода. Выигрывает он международный турнир. Трудная победа в финале. И Дастан дружески поздравляет. И теперь вот шар, который не забил. Артем, Дмитрий показывает, как я его, говорит, носом забью. Победителем турнира стал Дмитрий Шкода, Россия. 1 место.